Здравствуйте, меня зовут Анастасия. Сегодня хочу с вами поговорить о отношении детей в Турции. Когда я в первый раз приехала сюда, первое, что меня шокировало, когда я выходила с детками гулять, то, что здесь мужчины очень, я не говорю про всех, я говорю про большинство, гуляют в парке с детками, гуляют с колясками. Женщины у них очень спокойно сидят в кафе, покуривают сигарку, а папа с ребенком бегает всему кафе, играет с ним. Воспитание детей у них проходит из крайности в крайность. К мальчикам у них совершенно отдельное отношение. Мальчик-мужчина, он глава семьи, всегда прав, он всегда все говорит правильно. Девчонкам немножко здесь мягкое отношение, особенно со стороны папы. Девочки у них очень капризные. Девочки берут от папы все. Куколки, домики. Когда заходишь в магазин, я иногда шокируюсь, что надо и не надо. Папа покупает своей дочери. Девочки у них не только капризные, но и очень баловные. И когда они вырастают, они, конечно, потом с мужей своих мучают. Это хочу, это купи, обижусь, разведусь. Если, не дай бог, на улице увидят, что ты ругаешь своего ребенка, или, не дай бог, еще его бьешь, то к тебе будет очень жестокая критика. Подойдут люди обязательно. И лично при мне был такой случай, когда мы были на базаре. Женщина ругала своего ребенка, и не совсем так, чтобы сильно ругала, но она, кажется, его по руке ударила. И подошел мужчина и сказал: если вы еще раз так сделаете, я повторю, говорит, это с вами. Пока вы гуляете с ребенком на улице, к вам обязательно подойдут 10 раз женщины, мужчины, посмотрят, заглянут в коляску, не спрашивая, что, конечно, я тоже не привыкла, что для меня это было дико. Скажут 100 раз машалла тебе, этому ребеночку, что это значит не сглазить. В Турции нет детских пособий. Здесь идет выплата только одноразовая. С первого ребенка 200 лир, со второго 300, с третьего 400 лир. Но большинство женщин, я не встречалась с женщиной, которая знает здесь об этом законе. Женщины думают, что они не должны ничего получать, и они не идут и не берут эти деньги. Сколько я встречала? Наверное, человек 6-7 я спросила, они не знают об этом законе. Кое-что пособие получать каждый месяц, как у нас, здесь такого нету. Еще есть здесь Эмзерме Парасы. Это государство дает помощь, но там тоже около 200 лир для кормления малыша, если у вас нет грудного молока. Насколько я знаю, здесь и нет декретного отпуска. И если ты мать-одиночка, здесь государство этим женщинам очень хорошо помогает. Они не делят деток на чужих и своих. Они любят абсолютно всех деток. Но я опять же не говорю про всех, а говорю про большинство, про тех людей, которых я встречала. Даже моя свекровь. У меня первый ребенок от первого брака. И у меня к свекрови нет абсолютно никаких претензий. Я смотрю, как она относится к моей дочери, как она любит ее. Но есть и противоположная сторона. Есть свекрови, которые категорически не принимают других детей, категорически не примут невестку, если у нее есть брак от первого ребенка. Я, конечно, не адвокат, но законы по поводу детей здесь очень суровые. Это совершенно отдельно большая тема. У меня у подруги соседка один раз напрягла ее дочку. Та пошла заявление написала, что эта женщина не дает моему ребенку здесь играть, что эта женщина ее напрягает. И полицейские пришли к ней домой, к той женщине, которая возмущается, старушка злая. Пришли к ней домой и поговорили, и после этого домогательства прекратились.